Всем привет, с вами Алла, и в этом видео покажу, как буду шить вот такие замечательные галстук-бабочки для папы и сына. И если вам интересно, то приступаем к шитью. Итак, у меня два отреза, один для маленькой бабочки, один для большой. Это вот такая искусственная эко-кожа на трикотажной основе. И сейчас я взяла такие же два отреза обычного швейного флизелина. И я их проклею, но проклеивать их буду крест-накрест. То есть кожа у меня тянется в эту сторону, а флизелин в эту не тянется, но тянется в эту. То есть крест-накрест я проклеиваю и тем самым стабилизирую свои отрезы. После того, как я проклеила свои детали, полностью ткань стабилизировалась. Кто не видел разницу, как я делала эксперимент, проклеивала крест-накрест и обычным способом, посмотрите, ссылочку оставлю в описании под этим видео. Кому интересно, заходите, смотрите. Итак, заутюжить надо эти две детали ровно посередине, лицом к лицу. Далее мы идем к машинке и делаем строчку, проходясь вот так. Не забываем оставить место для выворачивания и продолжаем строчку. Я буду делать это на двух деталях одновременно. Когда строчка сделана, не забываем в начале и в конце всегда закрепки. И смотрите, я когда начинаю, я не начинаю с самого-самого начала. То есть я даю буквально 1-1,5 миллиметра такого воздуха, для того, чтобы потом уголочки хорошо вывернулись. И далее вы можете вывернуть, посмотреть, все ли у вас хорошо, но я знаю, что у меня все хорошо. И я беру ножницы зигзаг, у кого нет, я сейчас покажу. И я вот таким образом обрезаю припуск. Вот это место я не обрезаю, то есть оно у меня остается. Я специально хочу показать этот момент. Вот так. Потому как мы это будем зашивать, и нам этот припуск нужен. У кого нет ножниц зигзаг, сейчас покажу, что делать вам. Берем любые ножнички. У меня вот такие, я их уже показывала в своем обзоре. Это детские ножнички. И, во-первых, сделаем припуск поменьше, а затем потом вот такие надсечки, не доходя до строчки, буквально 1-2 миллиметра. Пожалуйста, не прорежьте эту строчку, это важно. Далее заготовочки я выворачиваю, смотрим внимательно, чтобы все уголки красиво вывернулись, и обязательно утюжим. Итак, после того, как мы вывернули, отутюжили, я уже на одной заготовочке сделала потайной шовчик. И хотела бы на второй показать вам более подробно, так как некоторые работы смотрю и вижу, что немножечко неправильно делается этот шов. Итак, первое, что я рекомендую, это взять самую тоненькую иголочку. Кто работал с бисером, знает, есть вот такие супер тоненькие бисерные иголочки. Вот конкретно их я и рекомендую использовать в потайном шве. Итак, я прячу узелочек. Вот прям желательно под вот этот припуск. И вывожу иголочку примерно там, где я вижу свою ниточку. Все, узелочек спрятался. И теперь я делаю проколы не в вершинке, не вот в эту вершинку, как очень многие из вас делают, и потом у вас получается вот здесь такие защипы. А я делаю в боковинку, то есть так, это я многовато взяла, так, как у нас идет строчка машинная. Она же не идет поверху, она идет в бок. Вот именно так, такими стежками я и делаю. И сильно не затягиваем, то есть буквально немножечко. И идем по боковому. Много взяла. То есть мы не вкалываем иголочку в самый верх, и за счет этого у нас получается очень красивый потайной шовчик. Когда потайной шов сделан на двух заготовочках, я их откладываю и займусь серединками.
Для серединки я беру вот такую искусственную лаковую эко-кожу, она на флисовой основе. Для того, чтобы не застрачивать ее, я буду использовать вот такую сеточку клеевую, которая используется при подгибке брюк. Длину я взяла с запасом, это вообще не важно, то есть она может быть намного меньше, да, вы же понимаете, вот так, например. Ну, у меня такие кусочки были, и я их буду использовать, но ширина у меня 4 сантиметра. Итак, для начала я возьму вот эту сеточку посерединочке, я ее приглажу, сниму верхний слой и затем с двух сторон приклею и получу вот такую полосочку. Вот так выглядят заготовки, им обязательно нужно дать остыть, чтобы клей держался хорошо и надолго. И далее я беру заготовочку, складываю ее пополам, затем отгибаю одну сторону и затем вторую. Вот такой гармошечкой. Смотрите, у бабочки вот эта часть должна быть внутри, то есть не вот так бабочка, а вот так. И далее я беру заготовку не лицом, а изнанкой. Мне нужно сейчас наметить. Вот я ее беру вот так. Уже вижу, какой красивый у меня будет бантик. И беру гелевую ручку. И примерно обязательно, вот смотрите, вот так, да, видно? Так, чтобы здесь было пространство. Не надо большое делать, вот такое, но так, чтобы оно было, потому что туда должен уйти шов. И вот так я примерно делаю отметки. То есть здесь у меня пройдет шов, и затем я его выверну. Бабочку я вытягиваю, складываю и даю строчку. Итак, после того, как я сделала строчку, обрезала все лишнее, так как у меня лаковая кожа, она не сыпется, ничего, я оставляю как есть. Если вы делаете из ткани, я рекомендую зигзагом обработать. Ну и дело в том, что еще лаковая кожа плохо скользит под лапкой, поэтому я не стала этого делать. Далее все просто вывернули. И вот такое колечко получилось. Смотрите, дальше все как бы просто. Мы также складываем заготовочку и просто в это колечко продеваем так, чтобы оно оказалось посередине. Ну вот такие шикарные и очень нарядные, на мой взгляд, бабочки, галстуки у меня получились. Их можно использовать, как в моем случае, галстук бабочки для сына и папы. Конечно же, можно установить сзади какую-нибудь булавочку, клепочку и использовать их как украшение для сумок, для чего угодно. В общем, ваша фантазия. Смотрите, сзади будут крепиться у меня на обычную вот такую резинку. Единственное, что я купила для ребеночка тоненькую, а для папы вот потолще. Я думаю, это будет удобно. Ну а на сегодня все. Всем спасибо. Если остались вопросы, пишите в комментариях, ставьте лайки. Ну и, конечно же, кто не подписан, подписывайтесь. Всем пока-пока.